Если вас несколько беспокоит шум машин за окном, то вы будете солидарны с жителями одной из улиц египетского Каира. Строительство городских дорог – дело хоть и не бессмысленное, но порой беспощадное. Очередное доказательство этому обнаружилось в Египте. Невероятные снимки строительства автобанов по-египетски взорвали сеть в считанные часы. Пользователи сначала не поверили своим глазам, но после того, как факт строительства высокоскоростной автомагистрали впритык к жилым многоквартирным домам подтвердился, недоумевали. Как такое возможно? В действительности в Гизе, чтобы связать две кольцевые дороги, одну из веток эстакады пришлось поднимать на уровень 6-го этажа. Теперь шоссе проходит на расстоянии от балконов и окон всего лишь в 50 сантиметрах, а в некоторых местах и вовсе в 20 сантиметрах. Строительство нового шоссе в Гизе, недалеко от египетской столицы Каира, стало настоящей сенсацией во всем мире. На одном участке дорога проходит в нескольких сантиметрах от многоэтажных жилых зданий, настолько близко, что жильцы смогут подняться со своих балконов на 5-6 этажах на новую скоростную автомагистраль, которая будет называться мостом Тирает-Аль-Замор. Эта жизненно важная эстакада в скором времени свяжет две кольцевые дороги, идущие в столицу страны Каир. Именно эта часть магистрали призвана по максимуму разгрузить трафик и улучшить инфраструктуру города. Казалось бы, можно порадоваться за жителей этого района Гизы. Но не стоит торопиться, ведь место, где проходит эта эстакада, как раз и запечатлено на тех самых снимках и вызывает настоящий шок. Причем не только у жителей 4 многоэтажек, где магистраль вплотную подошла к окнам, но и у всех людей, которые воочию увидели весь этот процесс. И самое страшное, что в этой жуткой ситуации даже и не определишь, кому все-таки повезло больше. Тем жильцам, что оказались под мостом и больше никогда не увидят солнечный свет, или тем, кто будет жить над автострадой. И это не говоря о тех людях, чьи окна полностью закроет массивная платформа магистрали. В этой жуткой ситуации в попытках остановить происходящее жители домов и общественность обратилась в Министерство жилищного строительства страны. Глава Центрального агентства по строительству Египта Махмуд Насар очень красиво и правильно рассуждает о пользе эстакады для всего города. А вот насчет домов, оказавшихся в эпицентре строительства, он сообщил, что их попросту нет на карте города, и они построены незаконно на самовольно захваченных пустующих землях. Вот поэтому магистраль так и рассчитали. С этим жители наиболее пострадавших многоэтажек категорически не согласны. Они утверждают, что все разрешительные документы у них имеются и узаконены еще в 2008 году. По этой причине они требуют немедленного отселения и полной компенсации за испорченное жилье. Ведь в таких условиях существовать невозможно и опасно для здоровья даже сейчас. Как оказалось, в этих домах уже отключены электричество и водоснабжение. Но власти упорствуют, поэтому, вероятнее всего, людям придется покидать насиженные места без какой-либо помощи со стороны города. Причем не только жильцам 4-го этажа, полностью закрытого бетонной конструкцией, но и всем остальным не избежать выселения. Ведь нижняя часть домов оказалась в темном туннеле, а верхняя будет задыхаться от выхлопных газов, пыли и глохнуть от неимоверного шума. Хотя для тех жильцов, чьи многоэтажки вошли в зону наибольшего риска, но построенные на законных основаниях, предусмотрены компенсации и полное или частичное отселение. Как сообщил глава строительного управления, на эти нужды уже выделили более 16 миллионов долларов. На создание важного инфраструктурного проекта в виде скоростной эстакады протяженностью 12,5 километров из казны страны и города было выделено 317 миллионов долларов. Судя по всему, в эту немалую сумму не вошли расходы на демонтаж многоэтажных домов и расселение жильцов проблемного участка, чьи дома считаются самозастроем. К решению этого вопроса уже подключился парламент. Так, например, Мохаммед Фуад настаивает на пересмотре проекта строительства, утверждая, что он не только ставит под угрозу здоровье и приватной жизни самих жильцов, но также напрямую влияет на магазины, парикмахерские и другие предприятия, находящиеся на первых этажах зданий, которые расположены под дорогой. Но строительство уже продвинулось очень далеко, чтобы говорить о его прекращении и демонтаже. А смогут ли решить эту проблему по окончанию работ, трудно предугадать. Удивляет лишь одно – почему столь важный вопрос не был решен на этапе проектирования, когда бы точно удалось избежать до такой степени нелепой и небезопасной ситуации. Ну а тем временем в соцсетях Facebook и Twitter пользователи уже вовсю издеваются над явно жалким планированием ответственной строительной компании. Есть приколы о пассажирах, которые
которые просят водителей автобуса высадить их на балконе. Другие шутят, что теперь они могут парковаться прямо в гостиной или собирать плату за проезд по эстакаде с балкона. Но больше всего беспокоятся о том, что жильцы могут погибнуть под колесами автомобиля во время сна. Шутки шутками, но жителям улицы Наср-эль-Дин совсем не до смеха, потому что строители подобного чуда планируют, что по этой оживленной транзитной эстакаде по направлению к Каиру смогут мчаться по 750 тысяч автомобилей в сутки.